Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы. Пасьянс, Таро прогноз на январь 2025 года. Давайте узнаем, что же за неожиданности и сюрпризы. И у нас сегодня две колоды. Пасьянс, который я создавала, так и назвала неожиданности и сюрпризы. Я знаю, что есть любители на моем канале именно пасьянсов. Есть, конечно, и противники, безусловно. Поэтому дополним картами Таро. И у нас сегодня колода добра, которую создала великолепный таролог, психолог Улит Барон Рид. И оттолкнемся от того, что будем добрее к самим себе, к своей собственной душе. Рассмотрим те события, которые нам предложат карты к рассмотрению с позиции позитивной психологии. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Помним об этом. Итак, что же на пасьянсе, какие карты вам выпадут? Всегда очень интересно, как с рандомным значением падают эти мелкие карты. И тут могут быть самые разные повороты судьбы. Какие же повороты судьбы видят эти маленькие карточки? Давайте будем смотреть. Ух, рыбы у вас сразу выпадают. Как какое-то исполнение желаний. Деньги, мои дорогие, где-то об этом тоже. Это когда вы будете себя достаточно комфортно чувствовать. Ну, я понимаю, что месяц январь достаточно большой, но, видимо, что-то положительное будет проигрываться у вас или решаться какой-то вопрос со знаком плюс. То, что вам определенно добавит вдохновение или сам по себе приход, может быть, будет денег, который тоже вселяет надежду на успех и на какое-то более позитивное продолжение. Для кого-то из вас рыбы еще могут означать, как путешествие, все-таки как раз знак рыбы с перемещением тоже связан. Идем дальше и смотрим, что же вам еще выпадает. Чему вам придется уделять внимание, возможно, больше. Или что для вас будет сюрпризом. У кого-то может быть подарок или подписание какого-то документа. По сути дела, когда рыбы выпадают, рыбка золотая, значит, здесь или документ кто-то из вас оформит, или с кем-то договориться. Может быть, важное соглашение какое-то вы подпишете. Но практически сразу первое значение, оно нам говорит о позитивном направлении на январь. И это в неожиданностях и сюрпризах. Поэтому больше где-то сюрпризы. И что-то вам придется изучить. Видимо, как какой-то вопрос, который, возможно, вам нужно, к примеру, документы какие-то оформить или что-то вы хотите организовать. И карта нам тогда говорит о том, что ты себя не торопи. Тебе где-то уделить внимание мелочам в январе определенно придется. Сказать, что наскоком где-то мы решаем ту или иную тему, проблему, я не могу. Но, видимо, детализировать вам приходится или какие-то события, обстоятельства, которые к вам приходят, или буквально найти, может быть, недостающую информацию, или как правильно поступить по закону. Часто как раз по книге это и проигрывается. Ну, а кто-то банально учится, готовится к сессии, и это я тоже могу предположить. Идем дальше. Сердце, признание в любви, личная жизнь, мои дорогие овны, явно не на последнем месте в январе месяце. Может быть, это какая-то ваша личная история или даже для людей семейных больше вдохновения, больше радости в вашей семейной жизни, это точно, потому что еще одновременно у нас выпадает подкова, семейное счастье. А для кого-то из вас, если была прежде дружба, это вы можете уже серьезные разговоры в январе проводить по поводу того, чтобы жить вместе, или будете строить вместе планы, всячески положительные, причем это совпало именно в одном как бы квадрате, поэтому взаимосвязь какая-то, важное сотрудничество, мои дорогие. А для тех, кто один или одна, вы можете с кем-то познакомиться, правда? Конечно, все зависит от того, насколько мы готовы к этому, насколько мы хотим, наверное, вот этих новых впечатлений, знакомства, нового общения. Смотрим, что еще вам
выпадает. Вообще здорово, мои дорогие овны. Птица Феникс. Поэтому даже какие-то патовые ситуации у вас определенно разрешатся. У кого-то это будет конкретно связано с дорогой. Вы куда-то отправитесь, к примеру, решить какой-то вопрос. Или у вас словно открывается путь. Посмотрите, как здорово легли карты. Ключ. Птица Феникс, мы сказали. Да? И вот она, дорога. Ну, вот переложите вот этот триплет на составляющую своей собственной жизни. Вверху у нас, кстати, сердце и подкова, символ семейного счастья. Поэтому либо по части вашего дома, может быть, недвижимости, места вашего пребывания, вы будете обсуждать некоторые вопросы, или действительно вы захотите оформить недвижимость или, ну, что-то сделать для себя более надежно, но у вас тогда это тоже, если не получится, уже как бы на 100%, но явно вы как-то продвинете решение вашего вопроса, это наверняка. Одним словом, даже какая-то прежняя патовая ситуация, которая у вас должна быть словно решена, она у вас решится, потому что как возрождение. Но еще я должна сказать, это где-то символ по 20-му старшему аркану. Избавление от боли, избавление от страданий. Но правда какой-то позитивный момент, он к вам приходит. Итак, что же у вас еще выпало? Смотрю. Для кого-то из вас, если мы соединяем крайние ряды, у вас совпадает, смотрите, как и рыбка золотая, так у нас и совпадает, если мы соединим кольцо. Какой-то есть прочный союз. Рыбку я верну на место. И это еще один положительный момент. Значит, есть какое-то плодотворное сотрудничество. Могут быть люди, которые вам помогают решить тот или иной вопрос. Смотрим дальше. Увы, больше совпадений я не вижу. Давайте мы дополним картами Таро, колодой добра. И спросим поточнее неожиданности. С чем это связано? Неожиданности и сюрпризы. В какой сфере жизни? Или с чем, как, каким образом они к вам приходят на ваш порог, в вашу жизнь? И первая карта. Или где можно ожидать этих неожиданностей? Ну, правда, по Вестнику Огня, это как рыцарь жезлов, это наш собственный инсайт. Это ваше важное решение. Вот, кстати, неожиданное решение в связи с тем, что, может быть, складывается у вас что-то более удачное, или появляется какая-то возможность, или появляется какое-то лицо в вашей жизни, которое вам готов оказать содействие. По Повестнику Огня все же у нас много идей, может быть, самых неожиданных идей. Но эта карта нам говорит, ты не торопись. Почему? Потому что, скорее всего, придется принять во внимание, что еще наши проекты какие-то последующие, они могут быть в таком сыром состоянии. И не следует торопиться, пока вы в чем-то не будете уверены. Нам уже говорили карты пасьянса, что нужно изучить. Это как новое приключение в этой колоде карт. Творчество проходит и, безусловно, энергия. Вот энергии и сил у вас будет достаточно. Неожиданности и сюрпризы, с чем это связано. Достанем еще одну карту. Вы знаете, у вас определенно какой-то есть приоритет. Не случайно нам показан на этой карте жираф. Это словно вы или ваше решение выше всех. Или по этой карте это творческие планы проходят, или реализация ваших амбиций. Вам захочется, как неожиданность, осуществить какой-то проект, но просто вот одна карта добавляет другую. И ведь это огонь или жезлы. Ваша энергия, мои дорогие, марсовская, но, может быть, вас немножко приостанавливают. Как раз в том плане ваш Марс, очень символично, ретро-Марс, может приостанавливать в том плане, что нет, ты не торопись, ты лучше сделай что-то надежно. Пусть это будет в меньшем объеме, но зато это будет наверняка. Поэтому, правда, какие-то темы хорошо продумывать, но не бежать впереди паровоза. Неожиданности, с чем же это может быть еще связано? Самодостаточность. Вы знаете, вот вообще карты Таро дополняют как раз карты пасьянса и как раз для нас раскрывают. Девятка Земли – это карта самодостаточного человека. Теперь я точно знаю как. И у вас первое значение как раз было рыбы. Это карта благополучия, но такого всеобъемлющего во многих областях жизни. А по девятке Земли мы получаем уже какой-то итог. В этой карте нам хотят сказать
что будет важна, кстати, дисциплина. И буквально прописано такое значение, как последний камень в фундаменте уверенности и благополучия. Вот что-то такое у вас фундаментально надежное произойдет, ну и по части денег, безусловно, и ваших свершений, возможностей. Это происходит в неожиданностях, приятности. Приятные сюрпризы, я бы сказала, для вашего знака зодиака. Давайте мы достанем еще карты и спросим, к чему же это все идет. Тоже достанем 3 карты. Как это будет продолжаться? К чему нам быть готовому? Может быть, это будет касаться января, а возможно, продолжение следует и на февраль, или на более длительный срок, но точно на более длительный срок. Карта мир, что может быть лучше? Мир, покой, гармония в вашей душе. И к чему все идет? К завершению. Значит, из множества ваших каких-то идей, направлений вы выберете самое основное, в чем вы получите итог. Для кого-то из вас вы определитесь по части, может быть, переезда или осуществления какого-то своего очень важного проекта. Это как мы берем новый ракурс, пересматриваем взгляды на жизнь именно в этой колоде. Уходит страх, мои дорогие, уходит тревога. И как раз на место вот всего этого поселяется гармония. Вот к чему все идет. Как минимум один вопрос вы точно будете знать. Так, к чему все идет? Вот это двойка огня, да, ваше положение как бы выше всех. Или то, что ваши планы честолюбивые или амбиции какие-то, они, как минимум одна какая-то ваша амбиция точно должна получить реализацию. В хорошем плане. Без честолюбия мы не можем добиться чего-то значимого. Это тоже работает. Мы в некоторых вопросах не можем быть мягкотелыми, но это, в общем-то, и не про вас. Но мы все разные. И у овнов бывают минуты трудностей, слабости, или когда мы просто устали, и тогда мы начинаем в себе сомневаться. Мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Но есть, я бы сказала, смотрите, 2 двойки. Какие-то, правда, партнерские отношения, которые должны быть продолжены. По двойке Земли мы что-то продолжаем. Причем продолжаем то, что нам знакомо. И карта говорит о гармоничном партнерстве. И партнерстве, как и по части труд, работа, бизнес на работе, но так и взаимодействия могут быть в личной жизни. Какие-то можете вы планы строить даже люди семейные или по личной жизни. Может быть, это будет связано с переездом. Но вы можете дополнять друг друга не просто как партнеры, а как хорошие, добрые друзья. Не случайно у вас в пасьянсе совпало и сердце, и еще и подкова. К чему все идет? 9 земли. Шикарно. Вот я люблю эту карту. Это карта заслуженного успеха. 6 воздуха. И правда, для кого-то переезд. Вам на что-то нужно решиться. Вы, кстати, можете получить какую-то хорошую сумму, особенно если это из разряда гонорар или какая-то выплата такая существенная. Но тогда вам эти деньги или решение какого-то пусть вопроса, или подписание важного документа, бумаги, или какое-то согласование вы проведете по 9 земли, когда вы остаетесь довольны. Но это вам дается как поддержка высших сил для того, чтобы вы что-то продолжали. По этой карте и изменение пути, мудрость и посвящение. По этой карте мы на что-то решаемся. Ну, если в мужестве вам не занимать, эта карта требует как раз мужества, потому что какой-то проект нужно продолжать, то я тут вижу, у вас какая-то перезагрузка. Определенно какой-то вопрос у вас решается. Но продолжение как раз следует. И это продолжение, оно достаточно приятно, потому что есть как будто благополучие и деньги. Но мы не можем на этом успокоиться. Мы должны идти вперед. Почему я и сказала, у кого-то это вопросы, связанные с переездом, у кого-то освоение новой деятельности, новая работа, или на вашей работе могут тоже сложиться какие-то обстоятельства вот в неожиданностях, когда вам, мои дорогие овны, перед вами, точнее, раскроются новые перспективы. И, к примеру, могут быть какие-то перемещения даже на работе. Руководители меняются в январе. Или работники уходят. Вы, может быть, хотели или где-то там в тайне предполагали, было бы неплохо мне вот эту должность занять. А все какой-то казус был, не получалось.
Вот здесь, скорее всего, получится. Да, изучать что-то, может быть, придется. Может быть, для того, чтобы получить какую-то должность или чтобы иметь новую работу или в какой-то сфере деятельности новой, или с какими-то, ну, новинками для вас, то, что вы еще пока не отшлифовали в профессионализме своем. Так вот, вам может понадобиться пойти на курсы для того, чтобы как раз и осуществить вот этот прыжок в будущее. Но это всегда нам карта говорит о том, что если уже получаете какой-то итог, и как новые возможности открываются, и вот, по сути дела, это новые возможности приходят. Давайте мы узнаем, и что же дальше следует из этих неожиданностей и сюрпризов. Для вас что-то решится хорошо. Любая шестерка – это победа. А шестерка огня – это сама по себе карта победителя. Очень символично, что у вас выпадает и аркан мир, и еще и выпадает именно эта карта. Когда есть победа, есть уверенность определенно. И вы знаете, что дальше? Усиливать собственные позиции, по сути дела. Держать руку на пульсе. По шестерке огня это какая-то еще новая возможность к вам может приходить. Вы будете в центре внимания. Вы будете маяком, может быть, для кого-то. На вас будут равняться, мои дорогие. И когда мы больше уверены в самих себе, и когда уходит какой-то страх и сомнение, правда, сама по себе победа, и еще продолжение следует. И 2025 год даже астрологически для вас очень позитивным может быть периодом. Но по вестнику воздуха нужно, что дальше, держать руку на пульсе. Вы знаете абсолютно точно, какая-то объективность для вас будет важна. Более того, вам нельзя нарушать закон. И у вас не должно в вашей жизни быть, как и качелеобразных отношений, пусть это даже по работе, когда вам что-то обещают, а вы сидите и просто ждете. Время терять здесь точно не следует, и поэтому для вас придется, возможно, прояснять для самого себя, самой себя, некоторые положения. Вы должны какие-то сделать очень важные выводы, мои дорогие овны, потому что есть какой-то у вас прежний опыт, или была какая-то, ну, у вас как догма, или были какие-то рамки. Вам на что-то тут придется очень быстро реагировать или на кого-то. И делать это в соответствии с законом или с какими-то положениями, традициями. И, самое главное, быть честным самим собой. И вот партнерские отношения, может быть, партнерские отношения будут пересматриваться. Или, кстати, у нас еще ретро-уран в Тельце находится, весь январь находится. И это могут быть любые вопросы, которые связаны с пересмотром договоров, соглашений или когда мы подписываем важные документы. Но тогда вы должны четко понимать, куда вы идете дальше, что вы хотите, чего вы хотите достичь, какую-то перед собой планку следующую ставить. Что идет дальше? У нас первая карта была девятка пентаклей, шестерка воздуха и туз воды. Туз кубков, мои дорогие. Радость, счастье, приятные эмоции, вдохновение, признание в любви, какие-то возможности. Само по себе решение какого-то вопроса, когда вас вдохновит победа просто-напросто. И все же по этой карте, в этой колоде идет любовь, безусловная любовь, искренне, мои дорогие. И также идет изобилие. Не случайно вот этот морской конек когда-то прежде, раньше, он был тоже как прообраз изобилия именно. И очень символично, что деньги, да, мы говорили, самодостаточность, девятка пентаклей. Но это для какого-то нового проекта, для новых побед и свершений, которые практически у вас уже в кармане. Но и продолжение следует, даже если вы решаете какие-то вопросы, причем так вот объективно, рационально, но тоже вы остаетесь довольны. Вы знаете, как и по документам, как и по работе, как и по личному творчеству, как и в личной жизни, январь для вас действительно может предоставить какие-то неожиданные сюрпризы, я бы сказала, потому что все неожиданности для вас больше в таком положительном ключе. И пусть будет так, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.